Всем привет, дорогие мои друзья! Вы на канале Мари Арт Живопись маслом. И сегодня мы пишем пейзаж. Попросили написать пейзаж акрилом. Вот сегодня у нас акрил. Как уже в комментарии я ответила, акрила у меня не было даже. Пришлось закупать, чтобы выполнить вашу просьбу. То есть материал такой я не особо почему-то люблю работать. Ну вот давайте все-таки попробуем. Результат готовой работы вы видите внизу. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, когда на канал выходят. И вот я взяла холст на картоне, вернее картон грунтованный, и карандашом намечу. Видите, речка, да, где у нас-то будет большая часть занимать. Небо, дальний план там чуть-чуть. Показываю берега. Ищу форму берега. Не речку ищу, а именно линию берега. Речка, она сама по себе уже появляется. Где-то здесь вот наметила стволик. Дерево у меня будет. Вот тут большое такое красивое дерево. Так вот довольно-таки легкими движениями, схематически намечаю одно дерево, там за ним еще какие-то, там будет дальний план, и здесь какой-то будет у меня мосток. Вот здесь будет тоже немножко деревьев. Ну, в принципе, этого достаточно. Берем акрил белый, белила титановые, голубой взяла. И смешиваем кисточка синтетика плоская. Нежный голубой делаем и заполняем небо. Акрила выдавливаем по чуть-чуть, так как он это не масло, он сохнет быстро. То есть по мере его необходимости, как заканчивается, добавляем. И горизонтальными такими мазочками, небо у нас там будет совсем-совсем чуть-чуть, заполняю свободно так вот. Акрил разводится водичкой. То есть жиденько тонким слоем я закрываю небо. Добавляю красный, красный светлый. Делаю такой вот темно-фиолетовый, грязновато-фиолетовый. И вот так макательно я создаю какие-то интересные макушки деревьев дальнего плана. Такими примакиваниями. Его тоже будет видно немножко, но покажем. Сухой кисточкой край деревьев этих так вот круговыми движениями прошла, растушевала, как бы показала, ну, как бы типа плавный переход, да, сделала. Более темным, с меньшим добавлением белил, вот этим фиолетовым, низ прокрываю, да, как бы объем. Глубина там какая-то у дальнего плана. Добавляю желтенький, желтый средний. С вот этим вот грязненьким подмешиваю. И на дальнем плане чуть-чуть там видно какая-то лужок или полянка, что-то такое. Тоже горизонтальными движениями. Где-то светлее, где-то темнее. То есть добавляю разные оттенки зелени. Где-то более белесые. Желтый, голубой, белый. Отдельно смешала желтый с белым. Тоже туда вот таких более чистых оттенков. Опять голубой, желтый, белый. Больше белил добавила. И втираю их так. Голубой, желтый, чуть-чуть красного.
Там вот так помакаю какие-то кусточки около леса, что-то такое более темное. Ультрамарин добавляю. Зелень получается уже более такая темная. Такими ломаными мазочками я заполняю сейчас подложку, темный такой темно-зеленый цвет на наши берега. То есть темный, чтобы потом какие-то светлые травинки проложить, и у нас было бы их видно. Заполняю таким цветом. Деревья обхожу, ну так, не сильно аккуратно, не идеально. И слева тоже показываю берег. Пальчиком где-то можно чуть-чуть подтирать, как бы плавные переходы, да? Обратите внимание на край именно берега, как он уходит. Ступенчато. Каких-то конкретных закруглений не делаем. Это смотрится неестественно на картине. Ультрамарин, желтый, красный, такой коричневатый оттенок получается у нас. Где-то еще добавляем таких коричневатых оттенков. Даже в дальник чуть-чуть можно таких оттеночков втереть. Теперь я пытаюсь найти оттенок какой-то такой типа болотного что-то. И закрыть горизонтальными мазочками нашу водичку. Вот я пошла акрил покупать, охры не было, а охры, я ее постоянно использую, прям вот не хватает иногда. Коричневый добавляю, желтый, ультрамарин, коричневый, голубую туда же. То есть если у вас есть какая-то болотная оттеночек, то есть я сгребла там, по-моему, в магазине, пошла все, что было. Вот. Но многих оттенков, которые хотелось бы, да, их не было. Не было ни охры, черный, слава богу, у меня был дома, черного не было, какого-то, не помню, что я еще хотела. Голубую ФЦ хотела, зеленую ФЦ тоже этого не было. Вот добавила еще на палитру ультрамарина. Видите, постепенно я добавляю, заканчивается, добавляю. И вот что-то такое, где-то более зелененькое, где-то более такое охристое. Закрываю водичку. Потом еще с ней поработаем. Будем оттенок уточнять. Вот этот грязный ультрамарин. Добавила туда чуть-чуть белил. Закрыла. Белила в грязь в эту коричневого. Сверху прокрываю еще вот таким цветом желтенького. Уже более такой болотный оттенок, ближе к тому, что хотелось бы. То есть вот что-то такое, оливка, да, либо болотная, вот там, такого цвета речушка должна быть. Водичка застоявшаяся, видимо, да, зацвела, и она такой оттенок имеет. Еще в дальний план чуть-чуть белил добавила и так вот втерла. Добавила немножечко черненького. Кисть беру щетинка. Коричневый с черным. Кисточкой щетинка. Видите, вот так вот натыкиваем. То есть не набираем.
И вот такими пристукиваниями создаем с правого края подложку под листву деревьев. Такой темный вот ближе к краю. Дальше добавляем уже коричневый, желтого. Делаем посветлее. Ближе к речке будут совсем, да, светлые листья. Но на этом этапе сильно не светлим. Самые светлые участки мы уже потом проложим более пастозно, веерной кисточкой. Они будут у нас отдельные такие листочки светиться. Создаем какой-то красивый, интересный край листвы. И пока меньшего размера, чем у нас потом изначально, ну, в конце будут листики, да, то есть мы их еще будем на мостик выводить, на небо. Вот желтый с голубоватым, ну, больше желтый преобладает. Заполняем вот это дерево. Оставляем окошки, извиняюсь, заполняем окошки, чтобы было небо кое-где виднелось. То есть не сплошным этим цветом забиваем. Желтый с коричневым левее. То есть нам нужно выделить, да, центр композиции. У нас мостик, речушка, уходящая вдаль. И то есть тем самым мы показываем светлое дерево около мостика, речка. Помните, как я говорила, стрелочки, да, направляющие, куда нам нужно, чтобы зритель посмотрел. То есть вот туда всеми деталями и направляем. Яркое дерево около мостика, да, оно больше в глаза бросается, чем по бокам вот эти темные. Речка тоже, вот ее движение туда ведет наш взгляд. Заполнили коричневый с ультрамарином, с черным. Еще заполняю. Тоненько втираю сверху еще речку. Желтенького туда добавила. Опять ультрамарин. Чуть-чуть черным пачкаю. Чуть-чуть с черным очень аккуратно. То есть речка должна она отличаться, да, как бы по своей цветовой гамме от травы. То есть она у нас такая оливковая, а зелень, трава уже такие более зеленые. Вот пилилок добавила, где-то там светлые участки есть. Так вот в протирочку, как бы еле-еле, да, так вот не конкретными какими-то мазками, а так легонечко. Беру черный, немножко оттеняю берега, но те стороны, которые к нам видны, которые мы видим. То есть то, что там за поворотом, не закрываем. Потому что, соответственно, там мы не видим, да? Высоты этого берега, теневую эту. Желтый с ультрамарином. Создаю уже щетинкой. Такие мазочки темные пока что под траву. Мазочки наношу. Вот холмик у нас справа, он такой довольно-таки высокенький по сравнению с левым. И также мазочки я наношу, прям вот поднимаю их, чтобы было видно, показать именно вот это вот, что он высокенький. Верная кисточка, щетинка, желтый, ультрамарин. На самый краешек набираю, там где-то за мосточком какие-то травинки. Вот здесь пока еще не самым светлым. Видите, легенькими-легенькими, короткими мазочками я создаю травинки. Коротенькие мазочки. Желтый с красным, оранжевый. Где-то оранжеватые травинки. Вот здесь в тени там тоже сильно яркие. Не надо делать, где у нас вот коричневое с черным дерево. Там оно в тени.
Соответственно, и трава там тоже, да, не может быть какой-то яркой, желтой, освещенной. То есть делаем там приглушенные какие-то оттенки для того, чтобы показать, вот был у нас глубина в пейзаже, да, объем. Чистым черным кисточкой, синтетикой плоской заполняю дерево. Дерево самое вот это вот красивое намечаю. Пускай рука дрожит, какие-то кривоватые стволики получаются, это только будет естественно. К низу дерево расширяется, да, такой типа корень показали, там уходит где-то в землю. Вот это деревце. Тоже ствол наметила. И прям вот на кисточке не должно быть какой-то кляксы краски. То есть самым краешком, самым кончиком пишу интересные какие-нибудь веточки. Где-то веточка прерывается, где-то я прям вот, знаете, не веду, а просто вот кисточка плоская, да, она ворсинки собраны вот так вот все прям одна к одной. И вот просто такими легкими прикладываниями можно уже получить как бы веточку. Там какие-то стволики маленькие показала. Видите, прерываются они где-то. Ну, то есть листвой, да, перекрыты где-то местами. То есть не сплошным прям вот веду. Не сплошной линией. И здесь тоже покажу небольшие какая-то группка деревьев. Разнообразно, наклоны разнообразные, изгибы. Чем оно у вас будет такое вот более кривоватые какие-то, да, не идеально ровные, тем они будут смотреться естественнее. Потому что нет каких-то прям совсем идеальных деревьев. Есть, может, какие-то, которые прям ровно, да, растут, но они все равно, они с какими-то изгибами там. Вот так вот наметили. Внизу тоже затемняем, где они у нас там в землю уходят. Коричневый с черным, уже синтетикой, бережочек, ближний край. Затемняю чуть-чуть. И вот там дальше чуть-чуть совсем. Черной красочкой намечу дугу, мост. Вверху у нас как перекладинка, да, когда человек идет, вот держится рукой за нее. Как она правильно? Перилки, не перилки, ну что там. Вот тут ножки, которые в воду уходят, да, эти типа сваи. Здесь тоже вот досточки крепятся. Вот такой пока черный мосточек. Желтенькая ультрамарин. Уже взяла щетинку, кисточку. Натыкиваю так же, как деревья мы натыкивали. Вот так вот траву. Но тоже темный наш цвет, вот этот, который мы подкладывали, полностью не забиваем, чтобы была глубина. Трава где-то же, она не только у нас, да, яркая, где-то там и теневые участки мы тоже видим. И вот здесь холмик, он такой высокий, перекрывает как бы предыдущий. И здесь тоже немножко покажем таких вот травинок. Взяла оранжевый, оранжеватых уже по желтому кое-где. Для интересности, для живописности. Веерная щетинка, желтые белилки. Вот так легкими прикладываниями аккуратненько создаем листву. Кисточку вращаю. Держу в основном ее горизонтально, да, но вот где мне надо веточка, чтобы склонилась, я ее раз либо вправо, либо влево вот поворачиваю, и она получается такая уже более интересная. Видите, простыми такими прикладываниями получаются интересные веточки, листочки оранжеватых. Этой же не протирала, не промывала, ничего. Захватила
более оранжевый такой. Ну, он еле виден, да? Оранжевый с белилками. Дерево левее, которое потемнее. Тоже темные участки, вот эти вот коричневато-желтые у нас видны. Стволики тоже, да, кое-где видны. Вот закрыли оранжевым, теперь вот добавляем больше белила. Кое-где какие-то листочки у нас на свет выходят, да, их можно высветлить, ну, немножко. То есть, в общем, оно в своей цветовой гамме, оно будет смотреться темнее, чем вот это желтенькое должно быть. Коричневого добавляю в этот оранжевый. И вот это дерево такими же движениями создаем какие-то красивые веточки на нем. Добавлю еще желтенького, белого. Коричневый у меня это, по-моему, чтобы не соврать, по-моему, сиена натуральная. Сейчас даже посмотрю. Сиена жженая, извиняюсь. Сиена жженая. И более правее, больше добавляю коричневого, чтобы потемнее был. И ближе к речке, да, добавила там светлых листочков каких-то. Белилки с желтым, еще каких-то, еще более ярких, да, добавляю. Захожу на мосточек прямыми, чтобы видно было, что мостик у нас он там за деревом, а дерево ближе к нам. То есть вот эти листочки, которые прикрывают мостик, как раз таки вот это вот ощущение и дают. Желтый ультрамарин, такой легкий зеленоватый. Прорабатываю травинки. Вот здесь так вертикально прям кисточку держу, какие-то травинки вертикальные. Вот здесь по краю вертикальные. Ну, наклоняю их, видите, вправо-влево легкий наклон как бы присутствует. Голубая с желтым, с белым. Вот такими движениями показываем травинки. Здесь немножко покажу. Как бы прикрою этими травинками стволики чуть-чуть, да? Здесь немножко. Белила черным, сереньким таким темно-серым цветом. Покажу камешки. Больше, меньше, кое-где на берегах они лежат. Вот здесь немножко. Какие-то более крупные, какие-то более мелкие. Немножко камешков. Добавляю побольше белил. Более светлые части на камешках. Как писать камни? Вот я знаю, что это чаще всего сложность, да, какую-то появляется, когда их пишешь. То есть нанесли, да, темный цвет. И вот буквально в одно движение вот там как бы погладили с одной стороны камешек со световой, да. И как бы этого достаточно. И где-то поставили более еще светлым блечок. То есть
как бы не нужно сидеть, тем более они здесь у нас маленькие, там где-то вдалеке, то есть сильно их прорисовывать, какие-то узоры на камнях, как вот бывают, да, они, ничего не надо. На краешек кисточки набираю краску, прям на уголочек, и такими точечками как бы накидываю что-то подобие цветочков. Желтоватых, оранжеватых. Здесь вот покажу кустик небольшой, оранжевый. Там вот под деревьями тоже какие-то цветочки растут. Беленький с желтеньким. Прям еле-еле касаюсь кисточкой. Такие маленькие-маленькие создаю бело-желтые цветочки. Тут может быть такой риск, перетыкать их можно. То есть аккуратно с этим, смотрите, не переборщите. Сюда же добавляю капельку красного, такой розоватый оттеночек. Где-то прям вот с этим, прям по этим желтым прохожу. Кое-где они где-то желтят, да, где-то более такие розовенькие. Тоненькая кисточка синтетика. Беру вот прям на уголочек красочку. И здесь вот пускай у меня точечки ставлю, какие-то колосочки. Кверху поуже и к низу расширяются эти колоски. Тоже поменьше, побольше, разное направление. Но сильно много их тоже делать не надо. Как бы, ну, так вот для разнообразия, да, такое все у нас. Точечная, да, это веерная кисточка, а тут какие-то другие цветочки, уже интереснее. Немножко раскидали там, сям и достаточно. Белилки с ультрамарином. Чуть-чуть покажем блечочка объема деревьям дадим. Вот нанесла, кисть протерла и уже такими вот малым количеством краски, тем более в этих теневых деревьях, уже остатками даже можно, то, что на кисточке осталось, немножечко показываю. Дрожащей рукой, то есть не пытайтесь там какой-то узор рисовать. Как вот получилось, такими вертикальными, дрожащими мазочками. По мостику тоже, по дереву блечочков поставим. И теперь кисть синтетика, белилки с желтеньким. Горизонтально такой вот кардиограммкой, видите, рисую. Около берега такая водичка. Так как она у нас застоявшаяся, да, такая-то может быть скопление каких-то там, вот там травка какая-то, ряска, возможно. Видите, подлиннее, покороче. И вот так двигаюсь вдоль берега. Но следите за горизонтальностью. Где-то их можно в середине, вот речушки, немножко показать. Какие-то участки более светлым выделить. Совсем-совсем чуть-чуть. Не полностью вдоль всего берега, а так немножко. Кисть кругленькая, беру коричневый, желтый, красный, да, вот там вот смесь такая, синего туда. И ставлю такие вот пятнышки, что-то типа кувшинок, там, листья под кувшинки. Зеленые мы их не можем, да, сделать, потому что у нас речка такая вот, она болотного оттенка, то есть их видно не будет. Вот уже сверху красных, чуть-чуть прям на них же наношу, чтобы они такие были интересные, разные. И такие светлые точечки, что-то типа подобия цветочков.
Там не надо их вырисовывать прям. Коричневый с черным еще добавляю теневые под берега наши. Зелененький. Ультрамарин с желтой. Вот кое-где мигаю. Где-то по этим белесым прохожу, чтобы они сильно белесые, да, не были. И вот поближе. Такой вот пейзажик получился. Камешки, деревца. Видите, камешки темный цвет, серенький, какой-то блечок. Там вот буквально как кисточка мазочек оставила, а так вот и в принципе оставляется. Ну вот такая работа акрилом у меня получилась. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки. Я для вас стараюсь. Не жадничайте, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!